В силу того, что Российская Федерация, она и называется Российская Федерация, в составе Российской Федерации десятки национальных автономий, будь то республик, областей, округов, и периодически мы слышим мнение о том, что надо упразднить все автономии, республики. И это мы слышим на разных уровнях, постоянно эта тема поднимается, и в силу многочисленности автономии в России это не остается незамеченным, это будоражит общество. Я бы хотел поговорить об аргументах, которые выдвигают противники существования национальных республик в составе Российской Федерации, и немножко поговорить о возможных последствиях, если, не дай бог, эти планы реализуются. Ну, казалось бы, у них очень благие пожелания. То есть они говорят о том, что прежде всего существование национальных республик грозит целостности Российской Федерации, что национальные республики могут, отделиться, образовать самостоятельное государство. Таким образом, Россия либо просто перестанет существовать, либо она утеряет большую часть своей территории. Мне кажется, что все-таки этот аргумент не является серьезным и убедительным. И вот почему. Дело в том, что распад российской территории возможен только в том случае, если какой-то регион выработал свою собственную региональную идентичность. То есть, если жители этого региона позиционируют себя именно как какую-то особую общность, которая отличается от общероссийской общности. У нас есть, конечно, губернии, так называемые, но на самом деле это субъект федерации, и национальные республики. Так вот, как раз региональная идентичность, она очень высока именно в губерниях. Вот в моей статье, которая вышла на сайте Гумилева, есть данные, допустим, о Сибири, где мы видим, показывают социологические опросы, что довольно большое количество сибиряков, жители этого региона, точнее говоря, осознают себя именно как сибиряков. То есть не как россиян, а как сибиряков. Вот это и есть очень тревожный звоночек. Да? Это действительно вот, угроза для целостности Российской Федерации. А если мы обратимся к национальным республикам, да, ситуация совершенно иная. Потому что большинство этих республик, за редкими исключениями, за исключением, например, Чечни, потому что там, так сказать, это особая история, это республики, где сосуществуют различные этнические общины, довольно-таки большие, как правило, 2 или 3 большие этнические общины. Ну, например, вот если взять мою родную Башкирию, да, то здесь мы видим состав населения такой: 30% башкир, 40% русских и от 20 до 25% татар. То есть, как бы ни старались некоторые националистические круги, но, естественно, националистические движения есть и в Поволжье, ну, вообще есть во всех республиках, но выработать какую-то такую общую идентичность в Башкортостане, в Татарстане, в общем, не удается. Потому что очень пестрые это республики по этническому составу. И поэтому этот аргумент просто снимается. То есть, ну, нет идентичности, нет, так сказать, оснований для раскола в данном плане. Отличительными чертами государства является наличие своей полиции, своей армии. Да? То есть функция государства – это сохранение внутреннего порядка и отражение внешних угроз. Для этого нужна полиция и армия. Республики этого лишены. То есть у нас федеральная полиция, у нас федеральная армия. Да? То есть республики на самом деле не государство в этом плане, в западном плане. Республики – это такие институции, которые созданы для поддержания и развития культур коренных народов, которые проживают на территории. И там целые разнообразные социальные программы работали, во всяком случае, раньше, да, сейчас с этим гораздо сложнее, конечно. То есть и этот аргумент, в общем-то, можно рассматривать как несущественный. Но тут есть еще один нюанс. Дело в том, что республики объявлены государствами. Следовательно, коренные народы, так называемые титульные этносы, да, считаются с точки зрения международного права самоопределившимися, то есть получившими самоопределение. Да? То есть и у нас в этом смысле, у Российской Федерации, нет проблем как бы с международными организациями, с ООН, да, и с документами, которые принимаются этими организациями. Нас пугает тем, что республики – это раздайники национализма.
Но дело в том, что если мы взглянем на проблему исторически, то эти республики возникали именно для угошения и для регулирования национализма. И яркий пример здесь как раз возникновение Башкирской автономной республики. Дело в том, что она явилась компромиссом между центральной властью, тогда она была большевистская, это были годы гражданской войны, да, и левыми националистами, которых возглавлял Заки Валидов, да, Ахмед Заки Валидов. То есть можно и другие республики рассматривать, но факт остается фактом. То есть наличие республик позволяет центральной власти именно, так сказать, каким-то образом регулировать эти процессы, да, каким-то образом сдерживать их. То есть республики это не расценивание национализма, наоборот, республики это институции, которые сдерживают национализм. Да. И если их не будет, то такой раз мы выпустим джин из бутылки. Что будет, если эти республики будут ликвидированы? Во-первых, будет взрост национализма. То есть действительно народы, которые лишились своих республик, возглавляемые националистическими элитами, да, на это отреагировать совершенно однозначно. То есть в этом можно не сомневаться, что градус национализма сразу же вырастет. Возникнут межнациональные конфликты. И это тоже понятно. И кроме того, ведь мы забываем о том, что, как я уже говорил, республики создавались именно для поддержания культуры этих народов. То есть ликвидация республик в глазах этих народов означает, что российскому государству все равно, в общем-то, будут развиваться эти культуры или не будут. Да? Будут ли существовать эти народы или не будут. А ведь очень многие наши народы, особенно малые народы, кстати, тут не только о республиках нужно говорить, и о национальных округах нужно говорить, да? Ведь фактически они стоят перед угрозой ассимиляции, если исчезнут национальные республики. Ну и такое отношение государства к этим народам вызовет тоже у них соответствующую ответную реакцию, которую власть на самом деле, конечно же, не хочет, да? Но может ее спровоцировать. Существует ООН, да, существует международная декларация, существуют международные документы, да, и в частности там говорится о том, что все народы, существующие на нашей планете, имеют право на самоопределение. То есть пока у нас есть республики в составе федерации, наши народы считаются получившими самоопределение. И в этом смысле у нас нет конфликта с международным правом. Да. Как только республики исчезнут, то сразу вступает в действие международное право, да, с точки зрения которого нас могут упрекнуть в том, я имею в виду нас, руководство Российской Федерации, я имею в виду, а не нас лично, да, нас могут упрекнуть в том, что мы не выполняем международные договоренности, да, ну а отношения России с Западом и так, в общем-то, все ухудшается и ухудшается, да, в данном случае, это, конечно же, не на руку России. Северный Кавказ – это такой сгусток сложных проблем, которые на довольно большой такой временной дистанции, значит, проходят. И надо сказать, что как бы там ни было, но вот политика присоединения, значит, южных земель, которая имела стратегическое значение для России, она все-таки дала возможность, и я думаю, что с этим все согласятся, это дала возможность сохранения этнического лица каждой национальности, значит, проживающей на этой территории. Вот. И, значит, я даже вот такой хочу сказать вот о таком сложном периоде жизни чеченского народа. Ну, мой возраст позволяет это сделать, у меня много друзей чеченцев там, к сожалению, осталось. Но я наблюдал 50-е годы, значит, вот процесс возвращения из Казахстана. Вот, значит, по каким принципам шло это возвращение? Ну, во-первых, была, значит, федеральная программа, то есть союзная, общесоюзная программа по возвращению. Она была обеспечена, значит, строгим таким финансированием. Вот. Значит, те представители вот чеченского этноса, которые возвращались, скажем, даже не в Чечню, а в Дагестан, Хасавюрт, соседний город, вот, они ведь расселялись как? Они не дисперсно, они компактно расселялись, значит. Вот компактно расселяли в Хасавюрте, компактно расселяли, значит, горцев-андийцев на равнине вдоль Хасавюрта. Компактно расселяли, значит, Лезгин, вот селение Куруш. Вот. То есть работала очень серьезная программа. И так было всегда во всем мире. Возьмите романа Анна Каренина, вот муж Анны Карениной, он тоже занимался этой миграционной политикой. И как там, не основной сюжет романа, а вот как там этот эпизод описан, как это было серьезно в царской России. Значит, финансирование, так сказать, обеспечение территорий, земельными угодьями, значит, то есть процесс наблюдался
до конца. 22 года существует возрождающееся казачество на Северном Кавказе, ну так же, как во всех районах России. Помимо, значит, восстановления структуры Терского казачьего войска, значит, вот восстановление культуры своей, а в чем смысл и цель возрождения казачества? То есть мы, значит, добивались всегда, ну, собственно, советская власть и в 30-е годы стала, помимо нашего желания возрождать казачество, вы знаете, кавалерийские части стали возрождаться перед 41 годом, которые себя тоже прекрасно показали. Вот. А цель все-таки возрождение субэтноса русского народа, который занимал определенную нишу социальную в системе российского государства. Это виды государственной службы, это пограничная служба, это другие виды государства, что сегодня отражено в усеченном законе о казачестве. То есть то, что на самом Северном Кавказе в дореволюционные годы позволило обеспечить определенную мир и стабильность, почему-то забывает вот этот очень интересный отрезок между концом Кавказской войны и 17 годом, когда действительно был очень стабильный, значит, обеспечен мир и дал возможность представителям огромного количества этносов вот, включиться в европейскую цивилизацию, появились местные национальные кадры, предприниматели, культурных деятелей, вот огромные строения, которые были разрушены вот в Грозном после Первой Чеченской войны. В государственной политике происходит очень опасная тенденция, когда власть сама не знает и не понимает, может, другие ветви этой власти. Вот читаю заявление Ткачева. Я уверен, у нас другого пути нет. Мы будем выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой. И так далее, и так далее. Да? Это говорится о гражданах России, это говорится о Северокавказе в первую очередь, это говорится на земле этих людей. Город Екатеринодар, Краснодар, был основан в 1793 году. Город Условинск, это в конце 18 были как далеко южные форпосты России, казаки. И когда мы говорим там эти этнические земли казаков, там черкесов, и мы очень далеко зайдем не туда. Потому что когда говорят русские националисты «Россия для русских», мне хочется иногда спросить, а какая Россия для каких русских? Россия X века? Россия 15 века, до завоевания Иваном Грозным Астрахани и Казани, и до завоевания Ермаком Сибири. Россия 18 века, Россия 20 века, Россия 21 века. И когда русские националисты говорят, что Россия для русских, и мы имперцы, они элементарно не понимают логику свою, не соотносят, потому что империя предполагает множество народов и территорий. А национализм это немножко узкое понимание себя и в этом мире. Поэтому, когда вот это заявление Ткачева, о котором я упомянул, совершенно противоречит тому, что написано. Написано в стратегии национальной политики. Установление ответственности должностных лиц государственных муниципальных органов за состояние межнациональных отношений на соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц. Формирование общественной обстановки нетерпимости к пропаганде и распространению экстремизма, ксенофобии, национальной исключительности, направленной на подрыв общественной стабильности, национального мира и согласия. Когда через несколько дней после этого знаменательного заявления президент России принимает Ткачева почти демонстративно, то многие люди задаются вопросом, где государство более государство в том, что пишет декларативно стратегия национальной политики, или в реальной политической практике сохранение Ткачева на должность губернатора Краснодарского края и соответствующих взаимоотношений. То есть это абсолютно явное противоречие, в которое вступает власть сама собой. И когда люди видят вот такую политическую практику, очень тяжело людей убедить, что те положения стратегии национальной политики, они действительно направлены на сохранение российской государственности.